Всем привет, вы с Олегом Соскиным. Сегодня 1 февраля 2023 год. Полностью год называю, потому что многие говорят: ну, Олег, что же это вы так прямо, 23 год у вас. Прямо как начало эры от Рождества Христова, да? То есть мы живем, никакой нет новой эры. Мы живем с вами, у нас идет 2023 год от Рождества Христова по юлианскому календарю, который функционировал и действовал при рождении и жизнедеятельности Иисуса Христа. А все, что остальное понапридумывали, это уже фальсификации. Так же, как Епифании, там это так, православная церковь Украины, там Заря, они теперь это называют новоюлианским исчислением, хотя на самом деле они врут, потому что это григорианский календарь. То есть такие молодые люди, такие брехливые, это неправильно, это абсолютно неправильно. Ну, пока так вот, думают, что можно врать. Вот, ну это такое отвлечение. А если серьезно, то давайте я вам сделал видео сейчас по Путину, по его действиям, по возможным сценариям, что он будет делать, исходя из ситуации для него просто цухцванга во всех сферах. Посмотрите, я думаю, оно вам будет полезным во всяком случае. А теперь давайте посмотрим в Украину, на Украину, что здесь будет происходить в ближайшее время. Ну, смотрите, мы что видим? Мы видим, Зеленский, Ермак мечется, да? Мечется. То есть Зеленский поехал в Николаев, в Одессу, встретился с премьер-министром или премьер-министршей Дании. И говорили про эти программы, там интересные и так далее. Потом поехал еще куда-то. То есть он пребывает сейчас в постоянном движении, да? Но у него ситуация в самом деле обостряется с каждым днем, потому что экономика, так сказать, летит в тартарары. Там вот сейчас Минфин опять занял 10 миллиардов гривен по 19, больше 19% годовых, только благодаря тому, что Национальный банк позволяет эти облигации включать в резервы, там как бы он их привилегированными делает этим коммерческим банкам, так бы их никто и не покупал. Ситуация для Минфина, правительства сложная, ему надо сейчас гасить огромные там займы предыдущих еще до военных, так сказать, периодов. А уже про военные там вообще просто не о чем говорить. Ну, это длинные купили, там больше, чем на 2 года, но это ничего не решает. Ну, что такое 10 миллиардов гривен по нынешнему? То есть при курсе почти уже 41 за 1 евро, то это сколько получается, да? То есть 1 миллиард евро это порядка 41 миллиарда гривен. Представляете? То есть получается 100 миллионов, это 4 миллиарда, да, гривен там с копейками. 1 миллион это что? 400 миллионов. Ну, то есть это просто это безумие, это чистое безумие, которое сделано именно, и это сделал и тот же Янукович, и тот же Ющенко, и тот же Порошенко, ну и Кучма первый девальвацию эту делал, и Кравчук делал. То есть это абсолютное неумение управлять деньгами и их уничтожение. Вот возьмите просто, ну, это же элементарно. Посмотрите курс вот в Болгарии, да, коммунистическая была очень жесткая страна, Живков, там тяжелейшие были испытания, вот был я сейчас там буквально недавно совсем. Ну, смотрите, там курс очень простой. 1 евро, 1, около 1, ну так скажем, 1,97 этих левов. Все. Меньше 1 евро, меньше 2 левов. Представляете? Там даже до 95 доходит. Вдумайтесь. И это десятилетиями стоит. И Олег Игоревич этим нашим долбоном, всем президентам я это объяснял, как делать. Это бесполезно. Это бесполезно. Ну, а этим театральным бомжам это рассказывать, этой тусовке, это вообще, я думаю, это все равно, что я даже не знаю, это как бы, это все равно, что в унитаз говорить.
и результат будет приблизительно один и тот же. Ну, это... То есть, ну как болвану можно объяснить? И абсолютно человеку далекому от этих всех. Даже Порошенко и то невозможно было это объяснить. Ну, плюс, если есть еще составляющая в характере клептомана, то если пошел на чаепитие и не украл серебряную ложку, человек себя чувствует просто, что день прошел зря. Ну, о чем говорить? О чем? И вот Зеленский сейчас и Ермак, и Шмигаль, они крутятся как на сковородке, а огонь под сковородкой раскаляется, и пришло время, то есть идут скандалы, коррупционные скандалы. Ну, как всегда, идет отвлекуха. Ну, во-первых, прямой наезд на нового, еще на одного мэра. Теперь уже Броваров пришел на сессию, слышите, в какой-то там с военкомата, или как они там эти центры называются, и вручил мэру и депутатам повестки военные. Ну, это безумие, это абсолютно, в том числе женщинам. Это абсолютное безумие. Я думаю, сейчас мэр и депутаты потребуют его на слушание и вынесут по нему соответствующее решение, почему у него нет повестки, почему его на фронт, его родственников не отправили. Но это логично, так надо поступать. Мэры должны начать себя защищать. А то вот этот мэр Ивано-Франковска опубликовал, что он там где-то в лифте застрял, там отключили свет и так далее. Но это просто безумие, что он до сих пор у себя в доме, они не поставили генератор, который бы включался, когда отключается свет. Ну, ребята, вы что? Вы в каком веке живете? Ну, так нельзя себя вести, что вы не можете решать такие простые элементарные вопросы. Ну и надо мэрам объединяться, потому что, как говорится, по кирпичикам вас разберут и, так сказать, головы поотрезают и прочее, прочее. Вы должны защищаться. У вас есть ассоциация мэров, есть конституция, защищающая местное самоуправление. Вы избраны громадами, вас никто не переизбирал. У вас есть ваш депутатский корпус. Чего вы молчите? У вас сегодня права практически такие же, как у Зеленского, как у этого уже абсолютно развалившегося Верховного Совета, который вообще непонятно чем занимается. Вы защищаете людей, вы должны защищать мужчин своей громады, потому что никто не имеет права вручать им повестки, абсолютно не имеет права, потому что это в 21 веке по Конституции у человека есть права и свободы, и он сам решает. И он не является военнообязанным, он просто является гражданином Украины. Все. Он является гражданином, а решать ему идти или идти, это его право. Отдавать жизнь или не отдавать, это его жизнь. Это не Зеленского жизнь, никого. Никто не имеет права человека заставлять идти отдавать жизнь. Он может выйти из гражданства, все. Он выходит из гражданства, вы вообще не имеете права его трогать. То есть то, что происходит, это беззаконие, и это тупость. Потому что юристы не хотят защищать людей. Вот и все. Пусть сначала пойдут служить те, которые все время сидели на госбюджете. Яценюк, Гройсман есть, да, и этих члены молодые очень правительства там были. Они кучу денег получили. Вот первого, кого надо отправить, вот это он сейчас он сделал, там рекламу выставил, что он там нашел эту Матвейчук какую-то там, типа, которая стала лауреатом там этого, что-то там Нобелевской премии еще с кем-то. У него какой-то Киевский форум безпеки. Вот пусть он сделает, например, Угледарский форум безпеки, или там этот самый Бахмутский, или Солидаровский форум, или там Кремінний форум безпеки, да? Вот туда его надо туда, вместе с его женой, вместе с его там этими адвокатами, его фронтом ЗМИ. Он все время же говорил, куля в лоб. Он все время, помню, я его Пинчук, когда у него был фронт. Ну так пусть идет на фронт. Пусть первого, кого надо забрать на фронт, это надо Яценюка. На нем надо показать пример. А почему его не забирают? Как вы думаете? Почему Пышного друга его поставили главой Нацбанка? Это законно? Нет, это не законно. Почему Пышный сам себе выбирает заместителя? Это ж наш банк. Как можно делать обесценивание наших денег? То есть мы зарабатываем с вами гривню, а нам рассказывают, как ее надо тратить, как ее переводить, как ее конвертировать. А кто они такие? Почему в Болгарии, да даже в той же этой Грузии, несчастной Грузии, там вообще той Грузии, где там сколько той Грузии, но их лари более-менее стабилен.
А почему такая была? Если курс гривни, когда ее ввели в 96 году, $1 стоил 1 гривня 75 копеек. Сегодня, это был 96 год, сегодня $1 стоит 40 гривен. Как такое может быть, дорогие мои? Больше, чем в 20 раз обесценили гривню. Значит, ее украли. Да, правильно? Это воровали все время, да? Значит, это казнокрады, это бандократия. Все президенты, которые были, они осуществляли постоянное, латентное, перманентное грабление украинского народа. А чего же вы молчите? Чего же вы молчите? Если вы сами не понимаете, позовите таких, как Соскин, других. Есть же много таких разумных людей, которые могут вам это объяснить и ваши интересы защитить. А если вы не хотите, ну будьте тогда пушечным мясом, тогда пусть вас там эти вороны клюют, эти лисицы и так далее. То есть, что происходит? Зеленский, у него все хорошо, у Ермака все хорошо, у Резникова все хорошо, у Шмигаля все отлично, у них все отлично. А почему же люди должны свою жизнь отдавать? Женщины платят, матери платят, дети плачут, все. За что? За что? Сначала должны пойти на войну те, которые при власти и кушают народные деньги. Они должны показать все пример. Они должны уйти на войну. Ермак должен уйти на войну. Кирилл Тимошенко должен уйти на войну. Этот Шурма должен уйти на войну. Это все молодые люди. Какая защита у них должна быть? Какое бронирование? От чего бронирование? Почему их надо бронировать? Почему их надо бронировать? Пусть идут на фронт. Они кушают с госбюджета. Госбюджет формируем мы с вами за счет налогов, военного сбора, подоходного налога, идиотского налога на добавленную стоимость, идиотского налога на прибыль. И вы все молчите. Мэры, депутаты мискрат должны вас защищать. А если они не защищают, значит, надо делать перевыборы, делайте народное вече, избирайте временный состав и потом проводите выборы. Да, надо отменить военное положение, потому что как можно, куда воевать, если воевать нечем, и фронт прорвать нельзя. Фронт прорвать нельзя, воевать нечем, значит что, жертвовать украинцами? А с какой стати? Сначала пусть принесут себя в жертву те, которые до этого довели. Вот пусть они себя принесут в жертву. А тогда придет очередь уже других, если они решат, что они хотят это делать. Они хотят, чтобы просто прекратился огонь. И было перемирие. Вот о чем речь. То есть начинайте думать. Но, а что делает сейчас Зеленский? Смотрите, сегодня обыск Арсена Авакова, бывшего министра внутренних дел, в связи с этим вертолетом. Он говорит, абсолютно тупо, глупо, так сказать. Хотя бы, говорит, не переходили границы какие-то. Обыск у Игоря Коломойского. А он при чем здесь? Укрнафта и так далее. Но это бизнес. Что он там украл? Порошенко забрал у него его Приватбанк, у него и у Боголюбова. Тоже обвинили, ничего так и не доказали. Теперь ему Зеленский, которого он взрастил, которого он поднял на своих плечах, которого он с ложечки кормил, которому он дал свою телестудию. Сегодня Зеленский с этим Ермаком уже начали топтать этого бедного Коломойского. Это правильно? Нет, абсолютно неправильно. Я не говорю, что они святые, я не говорю, что они ангелы, но так не делают. Зеленский, ты сначала с Ермаком убери Резникова, а потом будешь уже про этих. А это то, что вы делаете, это называется отвлекалово. Столара этого тоже сегодня обыски. То есть это специально делается, чтобы приехали эти самые исследователи проверять, куда деньги пошли американские. Да? Там же теперь конфликт опять серьезный с сыном Байдена. Оказывается, он делал вот эти вот постоянные, так сказать, вечеринки на раздевание с девушками-помощницами, особенно там, которая вела вот эти все контракты как раз с этой украинской нефтегазовой компанией. И там опять это опубликовано, и голоса его, и прямая речь, и прочее, прочее, прочее. То есть у Байдена горит конкретно.
Конкретно горит под ним, под его сыном. И, конечно, никакого второго срока у Байдена не будет. У него будет другой срок. У него импичмент, чистый импичмент. А Трамп, он Зеленского просто, он его через увеличительное это стекло не видит. А кто такой для него Ермак? Это вообще какое-то, так сказать, что-то такое непонятное образование где-то там на потолке. Вот о чем речь, видите. Резняков до сих пор не ушел в отставку. Они там начали каких-то других фигур балласт сбрасывать, потому что же воздушный шар теряет высоту 95-го квартала и Криворожского образования. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день есть катастрофа высшего управленческого менеджмента. Нарастают серьезные столкновения по этим повесткам, по мобилизации. Люди не хотят отдавать свою жизнь. Они правы. Они полное право имеют. У нас нет ни рабства, ни феодализма. По Конституции это их право. Этот закон про военнообязанных, он не антиконституционный. У нас просто депутаты тупые. Они называются народными или слугами народа, но они же людей не защищают. Поэтому, а люди просто не создают системы сопротивления. Надо их создавать. Надо нормально создавать. И делать это должны мэры. Потому что вас всех, так сказать, порежут и в крематории, в газовые камеры отправят вместе с Кличко. И вместе с мэром, как Чернигова или Полтавы. И теперь уже на очереди мэр, этот Сапожка, Броваров. Чего же вы молчите? Что же вы такие трусливые, как мыши какие-то, под веник прячетесь? Но для Зеленского наступают черные дни однозначно. Я думаю, закончится все, что он должен будет. У него будет импичмент, начнется процедура вместе с Байденом, и он должен будет уйти в отставку. Все к этому идет. Все к этому идет. Все очень близко, близко. Причем сейчас идут столкновения во Франции. Макрон как тоже его как на горячую плиту посадили, он аж подпрыгивает. Там в Греции то же самое с Мицотакисом, тоже банкиром. Это два ребенка Ротшильда, банкиры. Вот. То есть во всех странах такое творится. Поэтому, более того, я вам последний такой еще пример приведу. Больше 25, уже 27 почти процентов сегодня американцев уже не поддерживают помощь Украине. То есть практически разделились уже пополам. 30 и 20 это те, которые скорее да и да. Почти 30 и 27 уже против и 20 неопределившихся. То есть уже 50 на 50. Еще месяц. Сейчас пойдут очень серьезные скандалы, куда деньги пошли по Байдену, по его окружению, по сыну. Уголовное преследование начнется. Будут сейчас менять руководителей ФБР, ЦРУ. Уй. Такое будет, такие начнут публиковаться данные, будет снято запрет на это. Очень из этих соцсетях. Маск сейчас будет публиковать много компромата. Поэтому, и как только Байдена вжарят, значит, сразу и Зеленский полетит вместе с Маркаровой, Ермаками и прочими. То есть вы готовьтесь к этому, но он вас защитить не может. Особенно, если будет удар, вот я же вам говорю, вот 1 число, это очень начинается зона рисков для Киева и Львова. Вот 2 города самых главных будут. Я не знаю, ударит ли он по железнодорожным вокзалам Путин, может пока не ударит, но по кварталам принятия решений в Киеве и по центру Львова, я думаю, ударит. По всем показателям, потому что у него тоже очень плохая ситуация. Они в клинче вместе с Зеленским, они два так это сошлись. Поэтому у них получается так, чем хуже одному, тем хуже другому. Нету такого, что они сообщающиеся сосуды, в которых испаряется жидкость кипящая. Я так полагаю, может ошибаюсь, но еще раз говорю, не сидите ни в Киеве, ни во Львове. Садовому будет очень плохо, очень плохо. Типка этот, как он, Кличко сейчас будет на раскаленном тоже таком подносе выскакивать. Посмотрим. Дай бог, конечно, чтобы мой прогноз не сбылся. Но все объективные показатели говорят, что это должно стать реальностью. Вы с Олегом Соскиным поддерживаете канал. Спасибо всем за поддержку, за понимание ситуации. Пишите ваши комментарии, информацию. Всего доброго. До новых встреч.